Сейчас сложно встретить человека, не знающего игровой вселенной Assassin's Creed. Я сам являюсь ярым поклонником этой игры. Но Ubisoft в своем творении наплодила много мифов про этот древний орден. Сейчас мы разберемся, существовали ли ассасины, а если да, то какими они были на самом деле. Истоки, и идут они точно не из Древнего Египта. Вся заваруха на Ближнем Востоке началась с пророка Мухаммеда. Он, собственно, и создал единое исламское государство, но не то, что запрещено в РФ-то кануло в бытие еще давно, расколовшись на разные государства. После смерти пророка встал вопрос о престолонаследии. Ислам раскололся на суннитов и шиитов. Две противоборствующие группы враждуют друг с другом до сих пор. Но у шиитов было течение — исмаилиты. В Х-веке ими был создан Фатимидский халифат. Но где же ассасины, скажете вы? Спросите у Хасана ибн Ас-Сабаха, прототипа Аль-Муалима из первой части Assassin's Creed. Хасан ибн Ас-Сабах, созидатель ордена ассасинов. Хасан ибн Ас-Сабах примкнул к исмаилитам в молодости. Отучившись в Каире, подкачал навыки ораторства и без боя занял крепость Аламут, горные районы Западной Персии. Там-то он и решил создать притон, орден ассасинов. Как же он рекрутировал новых скрытных убийц, готовых пожертвовать собой? Сейчас я расскажу полный процесс принятия рекрутов на службу. Рекруты, желающие послужить такому крутому предводителю, скапливались у ворот Аламута. Но дверь им никто не открывал. День, второй, третий. Некоторые уходили, думали, набор закончился. А некоторые поняли, что что-то тут нечисто, и оставались ждать. И они были правы, через некоторое время их забирали в крепость. Бойцовский клуб XI века. Хасан ибн Ас-Сабах, оратор от Бога, рассказывал молодым ребятам, что он предок Аллаха и может вытворять многое. Он делал самосожжение путем выжигания своего двойника, в общем, вы поняли. Пропаганда точно впивалась в мозги неокрепших молодых умов. После переноса в райский сад наши торчки клялись Хасану в верности и готовности пожертвовать своей жизнью ради общего дела, чтобы впоследствии попасть в рай для ассасинов. Ради райского наслаждения они были готовы на все. Стоит заметить, что речь идет об XI веке, нравы которого были настолько суровы, что за прелюбодеяние могли просто-напросто забить камнями. А для многих малоимущих мужчин, ввиду невозможности заплатить калым за невесту, женщины были просто недосягаемой роскошью. Райский сад глазами очарованного рекрута-ассасина. Как действовали ассасины? Спецназ Средневековья. Ассасины были очень аккуратными, но смелыми ребятами. Их небольшая община могла запросто разбить непрочные союзы крестоносцев и сарацинов. Они вывозили на политических убийствах, вселяя раздор и панику, как в рядах офицеров, так и в рядах простых солдат. У ассасинов были свои люди практически везде, имея своих информаторов, разведчиков и исполнителей. Таким образом, они создали сеть давления, из-за которых никто так и не хотел идти на Аламут и его владения. Ассасины после смерти Хасана ибн Ас-Сабаха. После смерти главного предводителя ассасины из коммуны превратились в подобие монархии, престол передавался по наследству. Сарацины стали побеждать в крестовом походе, ассасины заключили союз с крестоносцами. Многие сарацинские министры и полководцы были убиты от рук ассасинов. Сам Салах ад-Дин пережил несколько покушений. Аламут больше не единственная крепость ассасинов. Они захватили Массиаф, да, та самая крепость из первой части, ностальгия прет, и планировали продвигаться дальше. Но у Чингисхана с его амбициями захватить мир были другие планы. Его единую армию сложно было разъединить политическими убийствами, так же, как с крестоносцами и сарацинами. Крепости Массиаф и Аламут были захвачены в 1256 году. Закончилась эпоха. Как бы не так. Ассасины сегодня. После захвата крепостей ассасины никуда не делись. Они ушли в подполье, но они были ослаблены и уже никогда не станут такими могучими, как раньше. Но все же, в XVII веке иранский шах признал исмаилизм как течение шиизма. Прямой потомок Хасана ибн Ас-Сабаха, Ага-хан IV, принял главенство над исмаилизмом в 1957 году. Хасан ибн Сабах, основатель ордена ассасинов по прозвищу Старец Горы, родился в семье умеренных шиитов, однако после учебы в Каире перешел в более радикальное учение низаритов. Показательно, что он был однокашником многих влиятельных и даже великих людей того времени, среди которых были Амар Хайям и Низам аль-Мульк, визирь в империи сельджуков.
Именно с Низама аль-Мулька началась история ассасинов как организации убийц. Бывшие школьные товарищи стали политическими соперниками, и в какой-то момент Хасан устранил противника. К нему был послан убийца, переодетый странником-дервишем, и визирь был убит прямо посреди своего роскошного дворца в окружении стражи и множества свидетелей. Когда Хасан ибн Сабах выбирал место для своей базы, он остановился на крепости Аламут близ Каспийского моря. Она действительно была практически неприступной для войск, но осаждать ее и не пришлось. Выдав себя за учителя и странника, будущий пророк подготовил почву для своей грядущей империи. Большая часть местных жителей была обращена в его ярых последователей. Однажды комендант крепости обнаружил, что ни единый человек не повинуется его приказам, и ему пришлось бежать, оставив свою вотчину. Так ассасины неожиданно заявили о своей независимости. После захвата Аламута ими было построено еще более сотни крепостей, а занятые ими территории по праву считались отдельным государством. Ассасины были террористами, а не скрытными убийцами. Ассасины были не совсем орденом тайных убийц. По современным представлениям, их скорее можно назвать террористами, поскольку они предпочитали не столько скрытные операции, сколько громкие и желательно кровавые политические убийства, которые совершались при большом скоплении народа. Устранение важного деятеля было не столько самоцелью, сколько методом политического террора. Более того, многие из убийц не сбегали с места события, но оставались и яростно выкрикивали политические и религиозные воззвания к народу до тех пор, пока не были схвачены или убиты охраной. Примечательно, что своими главными врагами ассасины провозгласили весь класс чиновников и бюрократов. Существует мнение, что фраза служила ассасинам девизом во время крестовых походов. В действительности цитата принадлежит Берроузу и взята из его городов «Красной ночи». Более того, Берроуз не только был увлечен ассасинами, но и, насколько можно судить, передал этот интерес Курту Кобейну. Они записали совместный аудиорассказ, они называли его священником и планировали создать что-то подобное и об ассасинах. Смерть Кобейна помешала этим планам. Одно из расхожих мнений об ассасинах состоит в том, что они, во-первых, использовали в своих обрядах и тренировках, а во-вторых, заслужили благодаря этому увлечению и свое название. Орден и вправду назывался Хашишины, но это связано либо с именем их лидера, Хасана, либо происходит от их уничижительного прозвища — травоеды, то есть нищенствующие. Что же касается использования каннабиса в подготовке убийц, то это кажется весьма маловероятным. Если бы ассасины принимали, то их видения и галлюцинации сами по себе делали ненужным создание рукотворного рая с гуриями и реками вина. Многомесячное пребывание в чужом обличии требовало от ассасина огромного самообладания и выдержки. Они понимали, что неожиданное преждевременное разоблачение и совершение убийства для них могли закончиться только неизбежной и очень мучительной смертью. Такие длительные и высокопрофессиональные действия не могли совершаться ни под действием, ни по принуждению, ни по приказу. Отдельно по этой теории прошелся Эдди Изард, показавший, насколько абсурдными были бы ассасины. Ассасины верили в сверхъестественного мессию, который жил в их столице. Одной из центральных идей низаритов как секты было существование некоего скрытого имама, потомка Мухаммеда, который спасся от врагов и явит себя в качестве мессии. Сабах сумел убедить последователей, что лично высвободил скрытого имама из плена еще в младенчестве и даже сам воспитал божественное дитя, поселив в тайных покоях крепости. Низариты верили, что в Аламуте жил и пророк, то есть Сабах, и некий потусторонний посланник Аллаха. Последующие старцы горы провозгласили этим сверхъестественным существом уже себя. Метод отбора претендентов в младшее звено ассасинов, фидаидов, напоминает способ отбора монахов в дзен-буддистские монастыри. Желающего стать орудием ордена встречали лишь закрытые ворота. Он обязан был просидеть у них в ожидании несколько дней до тех пор, пока сам глава общины не снизойдет до встречи. Все это время новичок подвергался унижению, угрозам и даже избиению со стороны старших. Выдержавшие это испытание допускались к следующим экзаменам. Идея подобной проверки при вступлении в сообщество была использована в бойцовском клубе. Как минимум один европеец действительно побывал в крепости Аламут. Этим человеком был Генрих, граф Шампанский. Именно ему мы обязаны рассказами о том, что люди Хасана готовы спрыгнуть с обрыва или зарезать себя ножом по одному лишь его велению. Самоубийство нескольких членов общины было продемонстрировано гостю с поистине театральным пафосом.
Ассасины активно занимались вымогательством. Знать турков, сельджуков и арабов была настолько напугана террором ассасинов, что даже в мирное время практически поголовно носила кольчуги. Единственным более-менее серьезным способом обезопасить себя было втайне подкупать старцы горы. Фактически, сложилась система, подобная рэкету. Дворяне платили огромные деньги незаконной организации за страховку от несчастного случая. Разумеется, единственной опасностью, от которой защищал страховой договор, были сами низариты. Ассасины были побеждены монголами-крестоносцами. Сейчас это кажется удивительным, но когда-то степняки стояли на распутье в выборе религии и больше склонялись к христианству несторианского толка. Александр Невский в свое время даже побратался с сыном Батыя, который исповедовал христианство. В какой-то момент кочевники все же выбрали путь исламизации, но именно в период войны с ассасинами они развернули настоящую религиозную войну против мусульман. Этот поход был назван «Желтым крестовым походом». Его целью было освобождение гроба Господня. Теперь такое трудно представить, но тогда монголы были восприняты как защитники христианской веры, и крестоносцы стали их союзниками. Монголы подошли к походу на Аламут и следующие за ним города Средней Азии с максимальной серьезностью. Были построены горные мосты и переправы, подогнаны осадные машины и даже китайские войска, вооруженные пороховым оружием. Таким образом, крепости ассасинов стали одними из первых сооружений, для взятия которых был использован порох.